Привет, это не местные Аделина и Константин. В этом выпуске будет очень много еды. Вы уже догадались по названию. Это фестиваль бургеров. То есть очень много бургеров предлагают разные кафе за определенную цену 25 лари. Посмотрим, что нам предложат. И осилим ли мы вообще этот фестиваль дольше одного дня, мы не знаем, потому что это мощные, сочные, жирные бургеры. И да, яркие большие бургеры со снеками. Посмотрим, но попытаемся. Как теперь есть другие бургеры? Я никогда не понимаю, когда сладкое сочетают или с картошкой, или даже с мясным. Здесь так идеально все сочетается. Ну, ничего такого, прям супер. Он огромный. Это было моей большой ошибкой, потому что мне пришлось его выковыривать. Впереди еще очень много еды будет, поэтому смотрите. И начинаем мы фестиваль бургеров с места, которое называется Душать или Дыши. Что душа? Это вообще кальянная на самом деле. Сейчас вот мы покажем интерьер. Нам уже принесли вот здесь бургеры. Ну, в общем, из чего состоит сет? Бургер сам, потом какой-то снэк. Это картофельные шарики с сыром сулугуни и соусом барбекю. Меня это на самом деле порадовало, потому что я была уверена, что сейчас каждому бургеру будет картошка фри. Вот. В целом, наверное, это идеальное сочетание, и нет в этом ничего плохого, но здесь немного удивили и сделали такую вот интерпретацию привычную всем картофелю фри. Еще ничего не пробовали, ну, кроме колы. Стоимость 25 лари, входит бургер и снэк. Заказали напитки отдельно, выбрали колу, не столь оригинально мы здесь, ну потому что она идеально подходит. Вот так выглядит наш стол. Ну, смотрите, если вам кажется, что сейчас вечер, например, то нет, на самом деле за окном день, просто здесь такие приглушенные тона, обстановка такая, ну чисто лаунж-зона, душа лаунж так и называется. Кальянная, где можно почилить, посидеть. Здесь классные очень эти диванчики, такие несколько рядов. Можно внизу сесть, но мы решили наверху остановиться. Вот нам уже выдали перчатки для того, чтобы мы начали есть эти бургеры. И давайте будем пробовать. Давайте. Итак, Аделина первая пробует, а потом я посмотрю на нее. Если все хорошо будет, значит тоже попробую. Ничего себе, эксперимент. Ты можешь вытащить палочку? Нет, она сразу же накинулась, прям с палочкой будет есть. Пусть она держит бургер. Капает, смотрите, капает. Пока я не добралась до мяса, там еще я вижу лук, который я не люблю. Лук кристаллизированный должен быть. Карамелизированный, да. Интересно. Сыр чеддер, там еще зеленушка. Это сочно. Мясо на первый вкус оно мне показалось прям очень хорошим. Во-первых, его много. Это прям хорошая такая котлета. Не знаю, оно очень большое, конечно, его есть. Давайте попробуем. Мне очень хочется попробовать вот эти шарики, пока они не стали холодные. Хотя они очень горячие, смогу ли я это сделать? Это картофель. Там еще сыр и зелень. У него нет прям яркого вкуса, но при этом он очень нежный и идеально сочетаемый между собой. Блин, это классно, да. Константин надевает перчатку, почему-то только одну. Пока только одну надел, а я смотрю, вилок нет, то есть вилками и ножами не едят бургеры. Никто бургеры не едят вилками и ножами. Ну ладно, попробуем, значит. А я начну с этих вот шариков. Они такие классно выглядят. Картофель. Ну, ничего такого, прям супер классно сделан. Мне больше хочется бургер попробовать. Я даже сниму палочку. Лук, зелень чувствуется сразу же прям. Мясо пока еще не дошел, но уже видна толстенькая котлетка. Мясо видно, что прям хорошее. Это не какой-то там фарш непонятно с чем. Это прям рубленое мясо. Толстая котлета. И овощи есть довольно сочный. Вообще я не так часто ел вот бургеры в таких местах. Самый частый бургер это в Маке, Big Tasty. Кто тоже любит Big Tasty, напишите в комментарии, сколько нас посчитаем. Этим, кстати, можно наесться. Хоть и стоит довольно так внушительно, ну как поесть, обед стоит 25
плюс еще напиток, то здесь можно наесться вот этим всем. Точно можно абсолютно наесться. Впереди еще очень много еды будет, поэтому смотрите. Ну что, Константин раскидывает салфетки, надувает перчатку. Что я скажу? Это первое место, куда мы пришли, и я вам скажу, что очень все круто. Я не знаю, как даже его оценивать, но в общем, мне все понравилось. Классный бургер, сочный, с хорошей котлетой, соусы. Немножко мне казалось мало соли, но скорее всего даже хорошо, потому что больше соли, если было, если много соли, кому-то это не нравится, то это будет еще хуже. Поэтому в целом все классно. Снеки тоже, вот эти вот шарики, похожи на такаяки, тоже классные, здоровские, картофельные. В целом кока-кола, кстати, зашла очень хорошо. В целом все круто, я наелся, прям очень хорошо, Аделина тоже. Аделина? Я не смогла доесть, потому что бургер очень большой, вот этих шариков, их правда очень много. И я думаю, что вот этим сможет наесться даже какой-нибудь очень-очень-очень большой человек, который ест очень много еды. Так вот, бургер сочный, бургер вкусный. Вообще фестиваль мне чем нравится. Прям список заведений, которые бы мы хотели посетить. И более того, список заведений, которые мы посещаем после фестиваля, он пополняется. Мы правда любим открывать новые места и ходить, потом еще туда посещать их и уже пробовать там что-то другое. Но мы быстро-быстро перемещаемся в новое место. Ну, догадайтесь, где мы сейчас находимся. А вот так узнаете. Мы снимали выпуск про кофейни Батуми. Как раз это место Фредучио. Мы здесь были совсем недавно. Это вот стена. Она была как раз на обложке превью этого выпуска. Нам пока еще ничего не принесли. Аделина сидит в задумчивости, она тоже ждет бургеры. Какие бургеры будут? Я не знаю, какие будут бургеры сейчас принесут, мы посмотрим. Но я в очередной раз во второй забыла попросить убрать мне лук. Вот в прошлом месте мы были, он, конечно, был красный, салатный, но мне хочется, чтобы было без, но окей. Да, в этом бургере все-таки будет маринованный лук, а кроме того там будут куриные стрипсы, запеченный перец, томаты. Ну и стандартно там, что там идет, котлетка. Какая-то необычная булочка. Сегодня у нас не говядина, а курица. Потому что после прошлого раза это было вчера. Представляете, мы 20 часов вообще не могли ничего есть. Потому что настолько тяжелый бургер, оказывается. Но он большой сам по себе. Ну, поэтому вот сегодня большой, решили... сытный, мы наелись на 20 часов. Да, на 20 часов. Правда, не хотели есть, у нас прям была... Мы сегодня только позавтракали, а сейчас время уже 3:30. Один завтрак только у нас, и вот до сих пор я ничего не хочу есть. Ну, сегодня по-легкому, поэтому перекусим. Снеки, что там? Баклажаны, я вспомнил. Баклажаны в соусе терияки. Посмотрим, что это, да. Фредучио вообще хорошее такое заведение. Оно удивляет. С большими рейтингами удивляет. Как раз нам несут. Мадлабы. А что у вас за булочка здесь? Это как хачапури, внутри есть сыр. А, внутри булочки? Да. Потрясающая мадлаба. Ну, вы смотрите, как все круто выглядит, да? Вот эти мне нравятся Фредучио, они что-то придумывают необычное. Концепция у кафе тоже такая интересная. Какой здесь запах, вы не Так. представляете? Выглядит это красиво. Да, и вообще не похоже на бургер, на стандартный такой. Это похоже на две лепешки, между ними мясо с Да. салатом. Поэтому будем пробовать и делиться своими впечатлениями. Разрешите представить хирург Аделина Зинатова. Классная тема на самом деле, что везде дают перчатки. Он огромный. Вау, сочный. Очень огромный он, да. Ну, Пока смотрите, я укусила только булочку. сколько соуса. Мгм. Капает все. Вижу уже лук, действительно карамелизированный. Булочка очень похожа на лаваш. Но если ее прям прожевать, чувствуется сыр. Это прям хорошо. До мяса я пока так и не дошла, но зелень, булка мне уже нравится. Давайте попробуем баклажаны. Баклажаны, да. Это запеченные жареные баклажаны или запеченные, да. в соусе терияки. Вот здесь. Томатный, наверное, какой-нибудь. Нежные. И тоже смотреть кунжут. Я вот согласен, что кунжут добавляет пикантности всему блюду. И вообще баклажаны в Грузии, так как готовят баклажаны в Грузии, нигде не готовят, правда. Они настолько гармонично сочетают с салатами, Даже твоя мама запекают. так не готовит? Только грузины готовят так вкусно баклажаны, мне кажется. Очень вкусно, очень нежно. Ты дошла до куриных Нет. наггетсов? Ой, куриных стрипсов? Нет, я еще до них не дошла. Я ее вижу. Вы видите, как здесь все аппетитно, поэтому у меня тоже слюна течет. Я приступаю
к еде. Я думал, я рот порву. Огромный бургер. Он еще больше, чем в прошлом месте. Немножко неудобно его есть, конечно. Весь я в этом в соку. Но здесь много всего влажного. Не считая соуса тартар, тут еще карамелизированный лук, очень сочные томаты. Салат, это понятно. Очень классно сделанная курица, между прочим. Это не просто так какая-то там, а вот прям хорошая. Булочка тонкая. Спасибо вам, Фредучило, что тоненькая булочка, иначе рот бы вообще не открылся. И в диаметре она огромная, посмотрите, огромная, больше, чем моя рука. В целом вкусно. Я бы убрал бы поменьше лука бы сделал. Я лук люблю есть, но тут как-то он это очень прям уж выделяет на себя, оттягивает весь вкус. Курица практически не чувствуется. Ну, такой как будто почти веганский получается. Не веганский уж, а такой легкий бургер. Но да, булочка хороша, булочка прям с сыром. Ну и вкусные, очень вкусные баклажаны. Вообще я больше люблю кабачки, но баклажаны прям хорошие. Они холодные уже, но даже холодные вкусные. Я взял такой чаек, обычный чай черный, вот так вот заходит. И на тахтаре взяла Аделина. Напоминаем, что сет стоит 25 лари без напитков. Я думаю, это того стоит, можно вообще плотно наесться. Курица хороша. Чего удивили, это не стандартный, не классический бургер. В первом месте он был более-менее такой похож на классику, а этот нет, не классический. Но это интересно, что не везде одинаковые. Классно. Аделина почти все доела. А я немножко не доел. Вы знаете, это очень сытно, очень большая булка. Сама булка с сыром, понятно, что это будет сытно. Так много, что даже еще съел меньше, чем в прошлом месте. В следующем месте мы вообще будем приходить, чай выпивать и идти дальше. Почему-то наедаемся мы. Нас, похоже, раскармливают для чего-то здесь. Бургер вообще необычный, очень необычный. Это даже не бургер, какой-то сэндвич из сырной лепешки. Большой респект за баклажаны, да, мне очень понравились. Как теперь есть другие бургеры с булочкой, не с сыром? Нормально есть. Как есть другие бургеры? Классические булочки. Мне бургер понравился. В целом, как они его сделали, это вообще необычно. Да, я не убрала лук. Это было моей большой ошибкой, потому что мне пришлось его выковыривать. Все-таки я не люблю вкус лука. Что-то допустим, нам нравится, что-то не нравится, но это наш вкус. Вкусовщина, да, вкусовщина. Кто-то скажет, это очень круто, кто-то скажет, вообще никак невозможно есть. Но мы с удовольствием поели. Очень круто. Поэтому ставьте лайк нашим экспериментам. Лайк Фредучио за их идеи вообще, как они их воплощают. Вот, и давайте идем дальше. Напишите в комментариях, на сколько килограмм мы потолстеем за эту неделю, за эти 2 недели. Мы еще не знаем, какое следующее место, а вы уже знаете. Вообще здорово, да? Все, летаем туда. Хоп. Нет, мы не в новом месте. Нам принесли, смотрите что. Квас. Такой подарочный квас нам дали. Целых 2 огромных бутылки. Вот, это сказали вам в подарок. Поэтому Фредучио очередной лайк и вообще респект, это круто, ну прям супер. До следующего места. Новое место. Мы пришли в кафе под названием Inspire. Мы здесь вообще впервые, никогда здесь не были. Вот так выглядит. Inspire переводится как вдохновение, да? Да, и концепция заведения, она с отсылкой к этому. Это листочки от книжек. Порвали книжку, представляете, распотрошили. В целом атмосфера здесь, когда вот я впервые заходила, будто я захожу к кому-то в гости. А мы здесь также в рамках фестиваля бургеров. Ну, собственно, выпуск про это. Да. Здесь какой-то необычный соус. Смотрите. К тому же в бургере еще и присутствует яйцо, говяжья котлета, лук и какой-то просто восхитительный необычный соус. Я запомнила, что один из ингредиентов малина, что второй я не запомнила. Ну, в общем, это будет что-то такое необычное, удивляет. Ширачи, да. Здесь, на этом фестивале, вообще на любом фестивале стараются удивить и преподнести даже обычные классические блюда с какой-то новой стороны, с необычной интерпретацией. Это классно, давайте будем пробовать. Это картофель, ну типа картофель по-деревенски, наверное. Такой плотный, с хорошими очень посыпкой из специй, солененький. В общем, картофель есть картофель. О, какой он большой, смотрите. Яйцо потекло.
сочный. 2 котлеты даже. Я вижу только одну, Ну, просто но она, видимо, большая. она такая расслоенная, да. Котлета хорошая. Что касаемо соуса. Какой-то томатный, то ли барбекю, я не знаю, что это за соус вообще. Непонятный. Но он чувствуется, да. Здесь мне что нравится, булочки. Вот нижняя булочка вообще очень тонкая. Верхняя чуть потолще. Но в целом нет такого, что ты наедаешься только булкой. То есть здесь все хорошо. И вот мясо составляет, ну, процентов 30 точно от всего бургера. Это очень приятно, потому что мясо, это, я считаю, важное в бургере. Может, самое важное. Яйцо, ну, яйцо хорошее. Я думаю, он хоть и маленький, смотрите, вот в диаметре, да? По сравнению, например, с фредучилом, где там с мою голову. А здесь он поменьше, но он толстый. И поэтому можно наесться им полностью. Особенно с картошкой, если... Это как джем, как варенье. Вот я не понимаю варенье. Все-таки вот скажите, я никогда не понимаю, когда сладкое сочетают или с картошкой, или даже с мясным. Ну, прям тупо сладкое. Я бы с ложками бы, с чаем бы ел. Ты что, в Икее не ел тефтели с Там клюквой? я тоже не понимаю. Там тоже не понимаю. Клюквенный соус с мясными котлетами. Ой, этими тефтелями. По-моему, хорошо. Ну, сладкий. Но он прям очень сладкий. Он прям малиновый. Вот это малиновый похоже. Как я люблю малину. Не думала, что в сочетании с картофелем, конечно, какой-нибудь сырный или кисло-сладкий соус, он будет ярче Ну, здесь. это на любителя, да. Но это необычно. Вот так вот поесть 3-4 картофелины с таким соусом, почему бы и нет? Бургер вкусный, я его до конца доем обязательно. Прям все хорошо. То есть такой стандартный, почти классический бургер. Все классно. Мне, короче, посоветовали взять их бургер. Я спросил, что лучше с бургером. Мне спросили, алкогольное или нет. Я говорю, безалкогольное. Мне посоветовали вот напиток. Это такой довольно кислый коктейль. Это цитрусовый лимонад и вообще японский, Какой-то что-то между японский, лимоном и лаймом. И мандарин, что-то там Мандарин, такое. да. Но, вы знаете, в жару, вот, особенно со льдом, здесь насыпали много льда, это было бы классно. Это поесть, попить можно было и напиться. Но сейчас зима, и поэтому вот холодное, он прям холодные зубы сводит. С бургером, по-моему, вообще никак. Ну, то есть, кому-то, может быть, нравится это, но, опять же, на мой вкус. А в целом атмосфера интересная, да. Вы, наверное, спросите, почему исключительно Константин сегодня оценивает бургер, ест его на камеру и делится с вами своими впечатлениями. Все просто. Аделина сломалась, несите Я новую. сломалась, я сдалась вообще на втором бургере. На самом деле, просто да, мне тяжело есть такую пищу. Я не могу это делать регулярно, потому что сытости от бургера хватает еще, потом можно вообще следующий день не есть, но сами понимаете. Но мы идем дальше, в следующее заведение. А мы продолжаем есть. Но не в этот же день, конечно, у нас уже следующий день. И следующее кафе с бургерами. Как называется, вы, наверное, поняли уже, вот сода, премиум бургерс. В Да, мы общем, пришли в Сода Бургер. название интригующее. Почему мы сюда пришли? Заведений много. Почему? Выбираем. Аделина уже кушает, смотрите. Что ты ешь? Я картофель фри ем исключительно по настроению в какие-то определенные дни. Я не могу оторваться. Я просто попробовала. Соус очень похож на шейк-шак. Оправдывается Аделина, что на самом деле мы редко едим картошку, да. Но здесь она есть и с соусом. Соус похож на сырный ведь? Да, это обалденный сырный соус. А еще здесь бургер с картофельной булочкой. Я не знаю, может, это чудеса перевода, но у многих кафе картофельные булочки. Хрустящий сочный салат должен быть. Лук, сыр, чеддер и говяжьи котлеты из мраморной говядины США. Ух ты, США даже? Как будем Написано проверять? так, не знаю. Да, Кока-Кола. Ну, это отдельно уже в сет не входит. Напоминаю, 25 лари. Очень интересно попробовать. Аделина И сегодня смотрите, как классно. Я сегодня, да, на бургере, потому что вернулась в строй. здесь чизбургер. Я надеюсь, я его осилю. И завтра я захочу вновь есть. Я когда Вот. кусала булочку, я думала, я укушу булочку, а это что-то максимально воздушное такое. Аделина амбассадор соды. Это не Амбассадор? реклама. Нет. Амбассадор. Это Она не реклама, на очень самом мягкая. деле. Да, мы просто посещаем места и высказываем Можно я наше мнение. уточню? Извините. Скажите, а у вас здесь картофельная булочка? Прикольно. Очень. Я такое не пробовала, так что прям вот очень воздушная. У кого тоже потекли слюнки, поставьте лайк, потому что ну, это невозможно смотреть. Я вот стою, у меня он там ждет тоже сет. Я сейчас буду тоже есть.
Это максимально простой чизбургер, но здесь так идеально все сочетается. А я еще убрала лук, кстати. Да, Аделина ест без лука, но выглядит Это прям были хорошо. ошибки моих прошлых похождений по бургерам. Я не убирала лук, и это портило в разы все впечатления. Здесь максимально все идеально. Прям, ну, типа классический чизбургер. Мгм. А с колой. Ну что ж, я ем чизбургер. Кстати, в этом заведении есть, мы едим без перчаток, но здесь есть перчатки. Но как будто бы вот здесь вот бумажка белая, она то есть, защищает руки от жира. То есть не испачкаться можно, все хорошо. Это максимально простой бургер. Здесь все есть, то, что должно быть. Не толстая лепешка, но она картофельная. Помидорка, лист салата, сыр и говядина. Очень хорошая, кстати. Котлета такая широкая, она не маленькая, а вот такая широкая. А еще если с картофелем фри, кстати, он правильный. Он хрустящий, в меру соленый. Ну, в общем, и соус классный. Не сравнится с макдональдским соусом. Здесь прям специально так уже растапливаемый, что ли, не знаю. Я это съем с удовольствием. Добавки не попрошу, ну, потому что он сытный. Я снимаю Константина, чтобы показать вам его эмоции. А сама жду, пока я могу пойти и доесть свой картофель фри, потому что бургер я уже съела. Сейчас я вам покажу. Сенсация. Я съела весь бургер. Но у меня, правда, очень много картофеля осталось, очень много. Но это говорит о том, что бургер сбалансированный. Его не очень много, и при этом немало совершенно. Я ее перебью. Хотел бы добавить, что вот холодный напиток к бургеру. Я вот сейчас ем, и у меня на небе такой налет. Как будто бы вот жирный, когда что-то ешь и холодным запиваешь, как будто бы это не очень правильно. Хотя это классика. Напишите в комментарии, кому нравятся холодные напитки к чем-то жирному, например, к чизбургеру. А кто предпочитает горячим запивать. Как будто бы если горячим чаем запить, это будет лучше. Я уверена, что тех, кто за газированные напитки, такие как кола к бургеру, ну это классика, я не знаю, кто это придумал, кто до этого додумался, но уже теперь так сложилось. Хотел бы добавить, что мне очень нравится. Это что всегда приносит здесь кетчуп, майонез и еще горчичка там есть. И особая благодарность за вот эти вот салфетки, которые у каждого человека стоят. Смотрите, вот здесь есть, например, здесь. Но, учитывая мою любовь к салфеткам, я люблю их как можно больше, чтобы брать. Ну, бывает такое, что в заведениях приносят одну-две салфетки и все. Такое ограничение. А здесь круто, удобно. Да, хочется сказать, что вот вы досмотрели видео до конца, но это не конец. Мы продолжаем, фестиваль бургеров продолжается, и чтобы вы немножко отдохнули от этого изобилия просто еды, вкуснейшей еды, и мы продолжим в следующем выпуске показывать вам кафе и фестиваль бургеров. Фестиваль вредной еды. Да.